Привет, бойцы, Марти на связи, и сегодня мы поговорим про пушки, чего я уже очень давно не делал. Кто давно подписан на мой канал, те в курсе, что за 12 лет на нем накопились десятки обзоров всевозможных страйкбольных автоматов, пистолетов, винтовок и прочего. Особенно активно я снимал подобный контент на старте своей YouTube-карьеры, когда геймплеев от первого лица еще и в помине не было, и обзоры пушек на большинстве страйкбольных каналов были основным контентом, собирая довольно-таки неплохие просмотры и помогая привлекать новых подписчиков. Но как вы могли заметить, в последние годы обзорами приводов я почти не занимался, а если что-то и снимал, то лишь про те конкретные экземпляры, которые я покупал для себя и о которых мне действительно было что рассказать, а не просто покрутить в руках перед камерой с целью рекламы. Я говорю, например, про свой P90, который я долго собирал и тюнил, в итоге получив довольно интересный девайс, о чем снял подробное и очень интересное видео. Кто пропустил, обязательно посмотрите. Но, увы, несмотря на то, что эстетически эта пушка мне очень нравилась, она не оправдала моих ожиданий с точки зрения боевой эффективности, в первую очередь из-за нестандартных магазинов. Поэтому буквально после пары игр я повесил P90 на стену, а спустя какое-то время вообще продал его за ненадобностью. А вот с моим любимым AUG A2 мне повезло намного больше. Этой пушке я посвятил целую серию роликов, которых хватило на отдельный плейлист. После всех апгрейдов эта пушка показала себя чертовски эффективной, и последние 2 года на играх я гоняю только с AUG. Но как бы сильно я не любил этот привод, он мне тупо надоел. Да, иногда такое случается даже с самыми любимыми вещами. Они приедаются и хочется попробовать что-то новенькое, и как хорошо, когда тебе доступен большой ассортимент и есть из чего выбрать, совсем как в игре World of Warships. Если вы думаете, что самые крутые корабли находятся на хай-левелах, то вы глубоко ошибаетесь, потому что премиумный французский линкор 6 уровня Дюнкерк так не считает. Этот легендарный быстроходный линкор был создан в свое время, чтобы кошмарить элитный немецкий флот. Хорошая скорость хода, мощное горизонтальное бронирование и улучшенная противоторпедная защита дадут фору любому противнику. А еще удобное расположение башен главного калибра в носовой части корабля позволяет играть гораздо сейвовее и не получать лишних плюх по бортам. Базовая дальность стрельбы у Дюнкерка чуть более 18 километров, однако в снаряжении у этого корабля имеется корректировщик огня, который позволяет дотянуться даже до самых дальних кораблей соперника. Так что советую заценить этого француза в деле. Скачивайте World of Warships по ссылке в описании, забирайте набор крутых подарков и вперед к победе, командиры! Итак, продолжим. Кто смотрел мой последний геймплей, те в курсе, что в этот раз в качестве обновочки я взял себе не очередной полноразмерный автомат, а типа пистолет-пулемет. И нет, это не МП5, как многие уже успели подумать из-за характерного магазина. Это обычная 9-мм Р-15, но с магазинами от МП5. Уверен, некоторые оружейные эксперты уже успели назвать это смесью бульдога с носорогом, ведь всем известно, что в мире огнестрельного оружия арки калибра 9 на 19 делают исключительно под глоковские магазины. На самом деле это не так. Огнестрельные арки можно сделать с любым магазиноприемником, в том числе и под магазины от МП5, и подобных образцов в интернете можно найти немало, так что с технической точки зрения в подобной концепции для страйкбольного привода нет ничего крамольного. Но при этом, на мой взгляд, эстетически такая пушка выглядит куда более приятно, нежели арка с длинными глоковскими магазинами. Это что? Несколько лет назад я уже делал обзор на один такой привод, а конкретно ARP9 от G&G, когда они только появились на российском рынке. И еще тогда я сказал, что такая пушка скорее заинтересует спецсофтеров, нежели обычных страйкболистов. Так, собственно, и получилось, ведь сейчас ARP9 это самый популярный в мире привод у спецсофтеров. Ну а я спецсофтом не увлекаюсь, жестким CQB тоже, поэтому захотел взять себе что-то более универсальное и милитаризированное, без уклонов спортивный Airsoft. В качестве базы для тюнинга я взял привод PDW 9мм SBR от King Arms. Модель ни разу не новая, еще 2 года назад на канале Red Army Airsoft выходил подробнейший обзор этой пушки, так что кому нужны подробности, советую посмотреть их обзор, а я расскажу лишь о тех моментах, которые важны лично для меня.
Ресивер выполнен не из алюминия, как обычно, а из нейлонового волокна, за счет чего привод получился немного легче металлических аналогов. В базовой комплектации он весит всего 2 килограмма. При этом привод неплохо сбит, конкретно на моем экземпляре люфтов я не обнаружил, за исключением разве что телескопического приклада, но это нормально. Однако привод не лишен косяков, это ведь все-таки King Arms. Фурнитура сделана из достаточно хренового пластика, в частности по отзывам владельцев спусковой крючок имеет свойство ломаться, особенно на холоде, так что его лучше заменить. То же самое относится и к кнопке сброса магазина, но к счастью она дублирована педалькой сброса как на MP5, так что поломка кнопки не столь критична. Из неоспоримых достоинств я бы отметил удобно расположенный и очень вместительный батарейный отсек, что при выборе привода для меня очень важно. Я смог запихнуть в него литий-ионный аккумулятор на 3000 мАч напряжением 7,4 вольта. Такой здоровенный аккум хорошо показывает себя на холоде и точно не сядет посреди боя. Что касается внутрянки, то вся она пошла под замену, родными остались лишь стенки гирбокса. Не вижу никакого смысла подробно расписывать, на что все это было заменено. Кому интересно, прочитайте пост в группе Краснодарской страйкбольной мастерской Gearbox, в которой я тюнингую все свои привода. В посте есть подробный список всех установленных запчастей с ценами. Ссылку на пост ищите в описании к видео. Кстати, совокупно тюнинг обошелся мне дороже, чем сам привод, но это нормально. Все-таки полученный результат однозначно того стоил. Получилась очень эффективная машинка для выпиливания противников на малых и средних дистанциях. Для всяких дорого-нахов на всякий случай напомню, что для меня привод это в первую очередь рабочий инструмент для съемок геймплеев, поэтому он должен не только круто выглядеть, но и быть максимально эффективным для моего стиля игры. Что касается длины ствола, изначально я планировал оставить его коротким и установить внутренний стволик длиной 200 мм, то есть до среза ствола, но у мастерской в наличии был лишь 300 мм. Пришлось ставить то, что было, а излишки закрывать глушителем. Да, из-за этого привод стал длиннее аж на 10 см, но зато и выхлоп удалось прокачать до 127 метров в секунду, и это на 110-й пружине, что на более коротком стволике однозначно не получилось бы. Впоследствии я был приятно удивлен офигительной кучностью стрельбы. По данному параметру мой новый пистолет-пулемет однозначно превзошел старый АУГ, у которого ствол был почти в 2 раза длиннее. Но я думаю, тут заслуга не столько тонкого внутреннего стволика, сколько алюминиевой камеры хоп-апа от ProWin. Не зря она столько стоит. Ну и еще несколько слов относительно преимуществ моего нового пистолет-пулемета перед старым АУГом. Во-первых, несмотря на почти одинаковые габариты, новый привод оказался легче АУГа на целый килограмм. Вроде и немного, но поверьте, это очень хорошо чувствуется при моем агрессивном стиле игры с постоянными перебежками и стрельбой из разных положений. При этом новый ПП, несмотря на классическую компоновку, получился таким же сбалансированным, как и АУГ, что позволяет при необходимости эффективно стрелять с одной руки и даже на бегу. Также немаловажную роль играет и форм-фактор магазинов. При стандартной вместимости в 100 шаров магазины от MP5 занимают в 2 раза меньше места. И теперь в тех же подсумках вместо 6 ауговских магазинов я могу носить 12 магазинов от MP5. Соответственно, носимый боезапас увеличился в 2 раза без увеличения массы и объема. На всякий случай напомню, что я использую только механы. Никаких бункеров, тем более с электроподачей, на подобных пушках я категорически не приемлю. Кстати, механы я купил также от King Arms. Правда, для того, чтобы они не люфтили в шахте, мне пришлось подклеить по бокам немного пластика. Цимовские механы к этому приводу также могут подойти, но они более широкие, поэтому шахту магазина приемника придется слегка расточить. В целом я очень доволен своей обновочкой после тюнинга. На ближайший год как минимум это будет мой основной привод. Ну а вы поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал, в описании много полезных ссылок и как всегда, помните о безопасности и бейте в цель.